Транзит Марса через знак Близнецы с 26 августа по 20 октября 2024 года. Марс – это великая планета энергии, планета силы, мощи, отваги и агрессии. Он определяет нашу способность к активным, целенаправленным действиям в жизни. Сильный и благоприятно расположенный Марс дает энергию, независимость, волю и уверенность в себе, помощь в осуществлении планов. Эти качества роднят его с Солнцем. Без энергии Марса мы бы лишились всяких страстей и эмоциональных побуждений, мы не имели бы ни решительности, ни способности доводить дело до конца. Но с другой стороны, агрессивность Марса порождает соперничество, разногласия и конфликты, побуждая нас ставить свою личную волю и власть превыше блага других людей. Марс всегда считался богом войны. Он легко может сделать человека агрессивным и жестоким, превратить его не только в яростного защитника, но и в хладнокровного воина или даже преступника. Марс порождает недоразумения, разногласия и судебные тяжбы. В этом отношении он символизирует эгоистическую волю, не принимающую в расчет чужие воззрения и нужды. В натальных картах он главный показатель травм, несчастных случаев и конфликтов. Близнецы – это воздушный знак, легкий как ветер. Этому знаку свойственна большая активность на ментальном плане, энергичность, стремление к переменам, движению и взаимообмену. Близнецы предпочитают интеллектуальную близость. Однако нужно учитывать двойственность этого знака. Им могут быть одинаково интересны и духовные вопросы, и доходная деятельность. Хозяин близнецов – планета Меркурий, который имеет стремление к разным связям, информации и торговле. Благодаря ему близнецы очень разговорчивы, весьма любопытны, обычно веселы, всегда суетливы и торопливы, привлекательны и симпатичны внешне и легко идут на контакт. Какой же будет транзит Марса по знаку Близнецы? В этот период активность человека возрастает, но в отличие от агрессивного настроенного овновского Марса, активность близнецовского Марса более легкая. Близнецы – знак не агрессивный и не очень склонный к физическому труду, поэтому Марсу приходится весь свой пыл направлять в слова. В эти дни люди начинают говорить быстрее и громче. Каждый пытается высказать свою точку зрения, утвердить свою правоту. Все говорят, говорят и говорят. Даже у обычно молчаливых людей прорезается голос, и они могут сделать кому-то замечание и даже повысить голос. Вообще в это время речь становится более энергичной. Поэтому со стороны разговор двух людей может даже показаться ссорой. В такие дни люди настроены на восприятие и передачу информации, что может быть использовано специалистами по рекламе. Торговцы и деятели рекламы создают ажиотаж вокруг какого-либо товара, чем вынуждают покупать его. Или вокруг темы, которая будет всеми обсуждаться, и создавать таким образом определенное общественное мнение. Выводы в это время делаются быстро. Информация особенно не анализируется, а зачастую просто передается дальше. Создается хорошая основа для разного рода слухов, когда никто не знает, откуда вдруг выросли рога, но все говорят, значит, кто-то знает откуда. В это время все приходит в движение. Создается такое впечатление, что всем срочно куда-то понадобилось ехать. Причем все определенно опаздывают. Люди становятся легкими на подъем и стараются все делать быстро, без задержек. В эти дни резко возрастает число телефонных соединений, писем и сообщений. Люди начинают более активно учиться, посещают лекции, семинары, на собраниях не отмалчиваются, а высказывают свои претензии или предложения. Хотя интересу к учебе надолго не хватает, близнецов привлекает все на свете. Но обычно их интерес активен лишь до тех пор, пока их любопытство не удовлетворено, а Марс, ухватив главное, теряет интерес к подробностям и переключается на другой предмет. Дело, начатое в этот период, живет до тех пор, пока к нему есть интерес. Или, если оно связано с потоком информации,
новостями, возможностью общения с большим кругом людей и поездками. Хорошее время для деловых поездок, переговоров, которые предполагают быстрые выводы и решения, а также для рекламных акций, распространения информации. Сексуальность Марса здесь дробится. Ему трудно сосредоточиться на одном, поэтому он может начать обхаживать два и более привлекательных объекта. Связи завязываются достаточно быстро, незамедлительно переходят к главному вопросу, но также легко распадаются. Другими словами, Марс в Близнецах предпринимает быструю точечную атаку и совершает столь же быстрый маневренный отход. Нередко это происходит в дороге, дабы несколько скрасить тяготы пути. Негативные аспекты вносят хаос и нервозность, что как следствие порождает опоздание, недоразумения, ошибки, аварии, конфликты и ссоры. Люди становятся резкими в выражениях, поэтому можно столкнуться с грубостью и откровенным хамством. На замечания они обычно реагируют нервно, быстро раздражаются. Работе мешают посторонние разговоры, телефонные звонки, нарушение связи, поломки технического оборудования. Возрастает поток негативной информации, досаждают жалобщики. Кривая роста транспортных происшествий и травм резко идет вверх. Не следует в это время без острой необходимости куда-либо ехать, заниматься агитацией, вести переговоры, подписывать важные бумаги. А теперь прогноз транзита Марса для каждого знака сидерического восточного гороскопа. Овны. У вас повысится интеллектуальная активность, что сделает вас более динамичными. Вам придется много двигаться, разъезжать, заниматься несколькими делами сразу. Вы можете вовлечь в решение своих проблем знакомых, друзей, близких или родственников. Возможно, будет активно использовать свои старые связи и находить новые. Нередко в эти дни проверяются на практике, внедряются новые идеи, происходит активный поиск информации. Кто-то может решительно взяться за учебу или приобщиться к занятиям на каких-либо курсах. Если в натальной карте есть показания к литературному труду, то писать в это время вы сможете буквально сутками. Может возникнуть необходимость в командировках. В целом в поездках следует быть внимательным, так как возможно так называемое лихачество. Предпочтительны лишь деловые поездки, развлекательные лучше отложить до лучших времен. В негативном случае овны могут стать слишком суетливыми, болтливыми, раздражительными, сварливыми или скандальными. Будут хвататься за несколько дел сразу, не доводя ни одного до конца. Или обстоятельства сложатся таким образом, что человек физически не сможет все успеть. Споры, ссоры, недоразумения, перепалки – обычное дело в эти дни. Возможно, плохие ранящие известия о близких людях. В некоторых случаях несчастье с братом или сестрой. Деловые поездки и переговоры не принесут пользы, а наоборот могут испортить отношения с предполагаемыми партнерами из-за вспыльчивости и несдержанности или неосторожности вырвавшихся слов. Возможны стычки с соседями, опасность в поездках, аварии на дорогах или другие транспортные проблемы. У тельцов в это время основная активность будет направлена на финансовую сторону жизни. Они будут искать возможность заработать, будут браться за любую работу, которая, по их мнению, может принести быструю прибыль. При хороших аспектах активизация деятельности не пройдет зря и принесет свои дивиденды. Хотя тратить деньги в это время они будут так же, как и зарабатывать. Тельцы будут склонны выбирать такую работу, в которой они могут проявить инициативу, а начальство не будет корректировать каждый их шаг. В этот период лучше браться за краткосрочные проекты и дела. На долгосрочные у Марса обычно не хватает запала, хотя многое зависит от положения Марса в вашей натальной карте. Что касается приобретения недвижимости или крупных вещей, то Марс более склонен что-то делать своими руками, чем заниматься куплей-продажей. Но если есть другие показатели к покупке, то Марс лишь ускорит этот процесс, и покупка будет, скорее всего, импульсивной
или связанные с марсианскими вещами, всякими железками, включая автомобиль. Негативные аспекты к транзитному Марсу нередко указывают на потерю денег по вине самого человека. Поспешность решений, импульсивность поступков, желание опередить конкурентов, показать свое умение обычно плохо отражаются на финансах. Тельцы могут бездумно потратить деньги, купить понравившуюся, но не столь необходимую вещь, или в стремлении быстрее получить вознаграждение за работу, не щадя своих сил или не рассчитав их, подорвать свое здоровье. Физическое истощение не редкость в этот период. На работе возможны конфликты, поломки, простои или, наоборот, авралы. Дома разного рода недоразумения из-за денег, приводящие к ссорам. В этот период нежелательно проводить финансовые сделки, занимать или давать деньги в долг, покупать акции, вкладывать деньги в недвижимость. Близнецы проявят повышенную активность. Они буквально не смогут усидеть на месте, им обязательно надо будет что-то делать. Правда, эти действия во многом станут импульсивными и не всегда продуманными. Жизнь заставит близнецов находиться в авангарде, решать вопросы самостоятельно и буквально все делать самому. По крайней мере, держать под контролем все важные дела. В этот период представители этого знака станут более предприимчивыми, более инициативными и решительными. В них будет пробуждаться внутренний ребенок, которому все интересно и который хочет все попробовать на зуб. Они смело берутся за любое заинтересовавшее их дело, при этом не слушая ничьих советов, не боясь брать на себя повышенные обязательства. К действию близнецов побуждает возросшая физическая и психическая сила, которую им просто необходимо куда-то приложить. В это время они получат удовольствие от физической работы, спортивных состязаний, в них проснется дух соперничества. Негативные аспекты транзитного Марса указывают на разного рода проблемы или на возможность несчастного случая. В своих бедах нередко виноват сам человек, так как в эти дни он становится слишком импульсивным, неосторожным, самонадеянным, способным на рискованные поступки и часто ничем не оправданные. Желание показать себя, стать первым, во что бы то ни стало, вынудит близнецов браться за посильные или рискованные дела. Но они могут переоценить свои силы и надорваться, получить травму. Представителям данного знака нужно быть более осмотрительными и не проявлять упрямства. Так как безапелляционные высказывания могут вызвать недовольство окружающих, ссоры и конфликты с ними, то близнецы и сами в это время недовольны всеми, становятся нетерпимыми и раздражительными. Особенно ярко это проявляется, если в натальной карте Марс имеет негативные аспекты. Есть опасность заболеваний, часто воспалительного характера, которые могут начаться внезапно и протекать очень бурно с высокой температурой. Раки в этот период, подчиняясь подсознательным импульсам, не смогут определить истинных мотивов своих поступков и склонны действовать не впрямую, а скрытно, в обход через кого-то. Они не афишируют своих намерений, могут скрывать свои дела, даже от близких людей. Возможно, что их помощь и поддержка будет нужна кому-то, но при такой позиции Марса свои благодеяния они предпочитают по возможности хранить в тайне. Принимая участие в чьей-то судьбе, вы будете действовать решительно, хотя и несколько импульсивно, не слушая ничьих возражений. Возможно, вам придется посетить больницу, дом престарелых или другое богоугодное заведение, сделать что-то конкретное для людей, которые там находятся. Также этот транзит может указывать на деловую поездку за границу или в отдаленные места. Причем цель поездки вы также не афишируете. Может проявиться интерес к тайным наукам, вы захотите попробовать их на зуб, и будете опять же в тайне от всех проводить научные или околонаучные опыты, проверяя теорию практикой. При негативных аспектах можно ожидать период тревог, сильных переживаний, страхов. Вы можете бояться не только активизировавшихся тайных врагов, но и самого себя, своих импульсов и скрытых желаний, которые норовят прорваться наружу и стать достоянием общественности. С одной стороны, это может выражаться в страхе какого-либо действия,
желание спрятаться от всех. С другой, в виде внешней необоснованной агрессии, обвинений в адрес окружающих людей, что порождает конфликты, непонимание, отчуждение. Вы можете очень болезненно реагировать на замечания в свой адрес, остро воспринимать любые неприятности или проблемы, свои или близких людей, метаться в попытке найти выход из создавшегося положения. Чаще из этого ничего путного не выходит, а лишь еще больше создает напряженность. Следите за своим здоровьем, чтобы случайно не попасть в больницу. Львы в это время могут иметь общие дела с друзьями, привлекать их к реализации своих идей. Вы будете выдвигать свои предложения в группе единомышленников. Можете возглавить какую-либо группу по интересам или зарегистрировать новое сообщество, содружество или союз. С другой стороны, активизируются ваши друзья, которые могут подать идею, подтолкнуть вас к реализации новых планов. Возможно внедрение какого-либо изобретения или рационализаторского предложения. Могут появиться спонсоры, которые помогут не деньгами, а делом и новой идеей. При негативных аспектах возможно крушение планов, разногласия и конфликты с единомышленниками, а также с членами сообщества, к которому вы принадлежите. Возможно предательство друзей или другие неприятности из-за них. Вы даже можете стать источником хаоса в коллективе. Ваши планы могут идти вразрез с интересами группы. Будете отстаивать заведомо нереальные идеи. Также возможны ревность, ссоры или соперничество с друзьями. На таком транзите нередко принимаются скоропалительные решения. У Девы практически вся энергия в это время будет направлена на работу и достижение личных целей. Вы можете многого добиться и достичь неплохих результатов. Марс делает вас более смелым, более решительным, целеустремленным. Появится возможность проявить себя в деле, показать свои способности. Вы станете более честолюбивыми, будете стремиться стать первым, захватить ведущие позиции. Появится желание рискнуть, поставить на карту все ради достижения своей цели. Препятствия вас не смущают, а только еще больше подзадоривают. В это время вам могут дать ответственные поручения, в некоторых случаях предложить новую, более высокую должность. В любом случае, в этот период вам придется много работать, забывая обо всем, кроме вожделенной цели. Девы-женщины могут встретить авторитетного делового мужчину. При негативных аспектах девы могут действовать слишком напористо, идти напролом, не особо выбирая путь, ломиться в открытую дверь, расталкивать локтями конкурентов. Они не остановятся ни перед скандалами, ни перед необходимостью открытого столкновения. Но, как правило, эти усилия или не дадут желаемого результата, или победа достанется вам слишком дорогой ценой. Нередко человек сам виноват в провале, хотя проблемы могут создавать влиятельные противники. В это время возможны ситуации, влекущие за собой потерю положения, авторитета, должности и работы. Нередко этот транзит приносит конфликты с начальством или другими людьми, стоящими выше вас по социальной лестнице, или с органами правопорядка. На этой почве возможна потеря интереса к делу, апатия, бездеятельность, бесшабашность. Есть опасность производственных травм и аварий. У женщин могут быть проблемы с авторитетными для нее мужчинами. У весов могут появиться дела за границей, в связи с чем они в одночасье могут туда отправиться. Вам могут предложить работу за границей, или дело ограничится деловыми контактами с иностранными представителями. Дела также могут быть связаны с проблемами высшего образования, повышения квалификации, издательскими вопросами. Весы проявят большую общественную активность, могут приобщиться к агитационной деятельности, принять участие во всевозможных политических акциях, демонстрациях, митингах и выступлениях, на которых даже могут выступить публично и произнести пламенные речи. Негативные аспекты дадут нетерпимость к чужим взглядам. Будьте внимательны и осторожны, существует реальная опасность в поездках, скандалов в пути, неприятностей или травм вдали от дома. Скорпионам транзит Марса предвещает трудный и напряженный период.
Вам придется много интенсивно работать, решать вопросы, связанные с совместным бизнесом, чужими деньгами, страховками, наследством, налогами, алиментами, кредитами. В трудных ситуациях вам придется брать на себя ответственность, задействовав при этом не только все свои силы, но и запасные ресурсы, так как обстоятельства вынудят вас работать на пределе своих физических и психических возможностей. Возможно, придется изыскивать средства для успешного продвижения дела. В интересах этого дела или ради собственных корыстных целей вы самовольно можете использовать совместные ресурсы или чужие деньги. Не идите на риск, это зачастую связано с опасностью для жизни. В это время резко возрастает сексуальный потенциал. Человеку трудно сдерживать свои порывы, он легко соблазняется. Возможно, случайные интимные связи. Негативные аспекты обычно указывают на неприятности, роковые удары судьбы, резкие перемены, экстремальные ситуации. Возможно, проблемы в совместном бизнесе, кризис в финансовой сфере, потеря денег, проигрыш в крупном деле. Не вовлекайтесь в рискованные ситуации, не проводите нелегальные сделки. В этой связи все финансовые дела лучше отложить. Не оперировать крупными суммами денег, не брать денег в долг или кредит, не иметь дела с чужими деньгами. Возможны проблемы с правоохранительными органами, налоговыми инспекциями, криминальными элементами. Возрастает опасность несчастного случая. Стрельцы проявят активность в вопросах, связанных с партнерством, любыми взаимоотношениями или сотрудничеством. Они будут вынуждены с головой уйти в дела супруга, выполнять за него рабочие обязанности, помогать ему в чем-либо, делать за него всевозможную физическую работу. Этот период, когда вы берете на себя ответственность не только за себя, но также и за других, становитесь лидером какой-либо группы. В некоторых случаях возможна и помощь сильных людей. Иногда этот транзит может указывать на общественную деятельность или активный поиск разнообразных связей. Этот период благоприятен для заключения договоров, контрактов, деловых встреч с партнерами. Негативные аспекты укажут на неблагоприятное время для сферы взаимоотношений и сотрудничества. Этот транзит обостряет соперничество, порождает нетерпимость к ошибкам и промахам других. Нередко активизируются враги и конкуренты, которые доставят вам множество неприятностей. Вы можете столкнуться с агрессией, противодействием, разнообразными обвинениями в свой адрес. Возможно непонимание между партнерами, каждый из которых отстаивает свою точку зрения, не желает слышать мнение оппонента или стремится подчинить его своей воле. На этой почве часто возникают конфликты, которые в тяжелых случаях могут доходить до рукоприкладства или полного разрыва отношений. Возможны проблемы с законом, судебное разбирательство, решение которого, скорее всего, будет не в пользу стрельца. Это не самое подходящее время для поиска связей, нужных людей, договоренностей, подписания соглашений. В личных отношениях также далеко не все гладко. Возможно ссора, отчуждение, нетерпимость к партнеру вплоть до развода. Может скрыться измена или другие нелицеприятные деяния человека, подрывающие его доброе имя. Активность козерогов в этот период в основном связана с профессиональной деятельностью. Обычно в это время много работы, в том числе физической, трудной, срочной. Нередко на этот период приходятся всевозможные авралы. Вы возьметесь, наконец, за дело, которое долго откладывали. Это время смены работы или активного ее поиска. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь. Вы задумаетесь над улучшением или укреплением собственного здоровья. Ради этого даже запишитесь в тренажерную секцию, посетите сеансы массажа, начнете бегать по утрам, но могут обостриться хронические болезни. В некоторых случаях даже возникнет необходимость в операции, но соглашаться на нее следует только в экстренные случаи. Негативные аспекты приносят проблемы на работе, создают неразбериху, напряжение, конфликты с начальством или сотрудниками. Спешка приводит к нервозности и порождает ошибки. На работе вас могут загрузить срочной или дополнительной работой, направить на вредную для здоровья работу. Возможны аварии, пожар на рабочем месте, поломка механизмов и другие технические проблемы. Увеличивается опасность несчастного случая на производстве. Может возникнуть неудовлетворенность своей работой, нежелание мириться с подчиненным положением,
Вы начнете бунтовать, бороться за свои права или примете решение сменить работу. Но не следует незамедлительно приводить свое решение в жизнь, о чем можете впоследствии пожалеть. Особенно разрушающий этот транзит влияет на здоровье. Болезни обостряются, возможно простуда, воспалительные заболевания. Водолеи в это время преимущественно займутся тем, что доставляет им физическое удовольствие и радость. Это могут быть спорт, танцы, аэробика, гимнастика. Они примут участие во всех активных играх и соревнованиях, нередко показывая неплохие результаты. Стремление к самовыражению может привести Водолея на театральные подмостки или в художественную мастерскую, где он может попробовать себя в качестве, например, стеклодува или воятеля по металлу. У Водолея в это время наблюдается прорыв в творческих профессиях или в спорте. Если вы склонны к авантюрным поступкам, то станете смелее. Марс вызовет у вас желание рискнуть, поставить все на кон. Если остальные показатели будут благоприятными, то риск может оправдаться, и вы окажетесь в выигрыше. В ином случае выигрыш может обойтись слишком дорого, так как Марс не склонен просчитывать что-либо, а действует импульсивно. Марс повышает также сексуальный потенциал, возрастет интерес к противоположному полу, вы станете раскованнее, смелее, активнее в вопросах любви, легче идете на контакт. В случае негативных аспектов к Марсу возможны неприятности в любовной сфере, ссоры с любимыми из-за несдержанности, нетерпимости, ревности, грубости. Может дойти до разрыва отношений. В этот период также возможны неприятности, травмы или несчастный случай с любимым человеком, с детьми, творческие неудачи, денежные потери из-за аферы, рискованных финансовых операций и азартных игр. Рыбам этот транзит принесет беспокойство. Следует быть осторожным во всем, что касается семьи, недвижимости, транспорта, отношений с мамой. В этот период активизируются именно данные вопросы. Нередко в доме начинается ремонт, перестройка, перестановка, то есть от человека требуются физические усилия. Вообще семья требует в это время много забот. Помощь человека может потребоваться родителям или кому-то из членов семьи. Или наоборот, вы получите физическую поддержку от них. В некоторых случаях этот транзит может указывать на временную работу на дому или усиленный труд на собственном участке. Молодые люди могут испытывать родительское давление, и как протест против него они могут принять решение покинуть дом и жить самостоятельно. Негативные аспекты приносят много неприятностей в семейную сферу. Здесь трудно избежать ссор, сопровождающихся бурными выяснениями отношений. В зависимости от силы и качества Марса возможно рукоприкладство, битье посуды или другие шумовые эффекты. В большинстве случаев возмутителем спокойствия является сам человек. Молодежь бунтует и демонстративно покидает дом.